Добрый день, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал об авиации. Я продолжаю серию ликбезов, отвечая на наиболее часто повторяющиеся вопросы в комментариях к моим видео из кабины. И сегодня я попробую дать ответ на вопрос, который, как правило, задают с налетом праведного негодования. Почему пилоты летят в России и разговаривают на английском языке? Во-первых, потому что самолет этот все-таки американский. Все процедуры, технологии взаимодействия, все его документы написаны на английском языке. Вот поэтому в кабине звучат эти бусурманские команды и доклады, перемежающиеся отборным русским языком. Твою мать, что не видишь, что ли? Посмотри хорошо. Посмотри, у меня 110. Что ты... Ну, или не перемежающиеся. Все это зависит от конкретного экипажа. Во-вторых, политика авиакомпании S7 Airlines, в которой я работал в России, требует от экипажей вести радиообмен на английском языке даже в родной стране. Аполитично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. Согласен, это может показаться удивительным и даже глупым для людей праздных или далеких от авиации, ну или недалеких в прямом и переносном смыслах. Но это было сделано не просто так. Такая политика дает определенные бонусы. Во-первых, это хорошая тренировка для экипажей. Особенно полезно при обучении новичков-пилотов. Натренировать их вести радиообмен в простых условиях, то есть тогда, когда всегда есть возможность перейти на русский язык. И уж потом, когда они наберутся опыта, разговорившись, позволить им лететь в загруженное европейское небо, где случись чего, на русский язык уже не перейти. Пилоту нужна уверенность. Во-вторых, это хорошая тренировка и для диспетчеров тоже. В некоторых аэропортах, там где иностранцы не бывают, а диспетчерам тоже хочется потренироваться, они, бывает, сами просят экипажи вести радиообмен на английском языке. В-третьих, это хорошо помогает тем пилотам, кто решился не ограничиваться рамками одной страны и хочет повышать свой опыт и кругозор в зарубежной авиакомпании, в которой могут работать представители, замечу, не одного десятка национальностей. В-четвертых, это уважение к иностранным коллегам. Поверьте, им весьма неуютно летать в российском небе, где-нибудь над загруженной Москвой, и не понимать, о чем говорят пилоты других самолетов с диспетчерами. Ведение так называемой радиосмотрительности, то есть, слушая эфир, понимать и прогнозировать воздушную обстановку, невозможно. И, следовательно, безопасность полетов от этого страдает. Вот даже так. Ага. В-пятых, весь авиационный мир говорит на английском языке. И лишь в России возникают вопросы, вроде «рейс внутренний», «зачем вы разговариваете с диспетчером на каком-то английском языке?». Сегодня я работаю на Ближнем Востоке, и когда я лечу из одного арабского города в другой, даже в пределах одной страны, я веду радиообмен не на арабском, а на английском, конечно же. И даже если экипаж полностью состоит из местных пилотов, они ведут радиообмен на английском языке, и почему-то ни у кого не возникает ни малейшего удивления от этого факта. Более того, здесь даже арабы-авиатехники, когда им необходимо отбуксировать самолет, разговаривают с арабом-диспетчером на английском языке. В Иране все говорят на английском. В Индии, Пакистане, Египте, Иордании, Непале, Африке и Шри-Ланке тоже говорят на английском. И лишь прилетая в Россию, начинаешь слышать в эфире местную речь. Но если мне, соскучившемуся, она ласкает слух и заставляет улыбаться, то вот моим иностранным коллегам весьма неуютно. Как я уже сказал, непонимание того, что вокруг тебя происходит и как складывается воздушная обстановка, может привести к нехорошему результату. Как минимум, эта нагрузка повышает рабочий стресс в кабине, что само по себе нехорошо. Кстати, не надо травить байки про некую сопротивляемость Китая внедрению рекомендаций ИКАО.
Китайцы, замечу, отрапортовали о внедрении 4-го уровня куда раньше, чем Россия. Надеюсь, я смог дать понятный ответ на вопрос, почему пилоты в России говорят на английском языке. Учите английский, открывайте для себя мир, повышайте свою конкурентоспособность в наше непростое время. Mayday, Mayday, Mayday. Bird strike climbing to 900 meters height. Proceeding straight ahead. Mayday, would you like runway 10 left? Via runway 28 right. Proceeding straight ahead. Request straight directives. Россия 254 вправо, курс 90 градусов, борт аварийный. Swiss 1311, what is the problem? Say again, Swiss 1311. Swiss 1311, what is the problem, Mayday? Bird strike, bird strike. Swiss 1311, package, Request 10 miles final, Swiss 1311. Swiss 1311, say again. Request 10 miles final, Swiss 1311. Swiss 1311, expect. Roger. Strike dirt and film Swiss 1311. Say again. Swiss 1311, you catch dirt. Say again. What is the situation, Swiss 1311? High vibration, one and two engines. Two engines. Swiss 1311, because catch dirt. Да из-за птиц у него вибрация двух двигателей сильная. Так вот, пытаюсь узнать. Так вы замучили уже его. Swiss 1311, turn left, heading 300. Clear, Thales approach, runway 28 right. Clear Dallas approach runway 28 right and request 5 brigade. Пожарных он просит. Да, я понял. Swiss 1311, we ready for emergency landing, alert emergency service. Okay, thank you very much. We have two engine problems. 280 problems? Проблемы двух двигателей. Спасибо. Ground hello, Swiss 1311. We have stopped at the intersection. Both engines are shut down. We would like to have the fire brigade to inspect for any smoke or fire. Swiss 11 ground. Hello. Pass your message. Swiss 1311. Пунктовый ground. Go ahead, Swiss 1311. Swiss 1311. Pass your message, please. Please say again. Swiss 1311. Пунктовый ground. Wait on taxiway Bravo 4. Okay, we wait. We have shut down all engines. We cannot move. We need a tractor. Swiss 1311, уже send for you. Швейцарцу набрал. Swiss 1311, specify what engine bird strike. Both engines. Engine 1, engine 2. We had problems. Now we shut down the engines and the fire brigade should just look whether there is smoke. Swiss 1311, do you need to disembark passengers? No, I need a tractor. Yes, Swiss 1311, Roger. Tractor sent for you. Swiss 1311, Pulpo ground. Go ahead. 311, go. Swiss 311, no flame, no any sign of flame on your engine, and take will come soon. Okay, thank you very much. Иногда мне задают откровенно глупые вопросы. Правда, вопрошающие, в силу, видимо, определенных проблем на данном этапе эволюции интернета, не могут понять, что вопросы подобные задавать не стоит. Например, такие вопросы, как «А спят ли пилоты со стюардессами?».
глупо и неуместно. Но подумайте сами, какой смысл с ними спать, если это время можно провести куда как интереснее? А спите ли вы со своими коллегами по офису? То-то же. Спасибо за внимание. Летайте безопасно.